Ты платишь за это деньги, причем добровольно. Никто не называет тебе цену, ты сам решаешь, что это стоит дорого. При этом у тебя забирают телефон, тебе запрещают разговаривать. Встаешь ты в 4 утра под звук гонга и при этом кушаешь всего 2 раза в день, причем последний прием пищи в 11 утра. И так продолжается 10 дней. Звучит как наказание, но почему десятки тысяч людей ежегодно проходят это абсолютно добровольно? И я в их числе. Сегодня речь пойдет про випассану. И я в этом ролике постараюсь честно ответить, почему взрослые люди лишают себя привычных, приятных им вещей. И почему это очень полезная практика, но при этом подходит далеко не всем. Если ты впервые на нашем канале, то обычно мы тут рассказываем про Таиланд, про Хуахин, про жизнь здесь, про инвестиции, про наш бизнес. Но сегодня тема випассаны. Казалось бы, отвлеченная от тематик нашего канала тема, и не моя тема, но на самом деле моя. Потому что Таиланд — это не только про отдых, не только про пляжи и море. Это еще и одна из мировых столиц випассаны. Поэтому сегодня все честно и по делу. Само слово випассана в переводе с языка пали означает буквально «видеть ясно» или «смотреть насквозь». То есть ни расслабление, ни покой, ни ясность мысли. Речь о том, чтобы видеть все то, как оно есть на самом деле. И вот тут главный миф, из-за которого часто люди едут не за тем. Потому что большинство представляет себе випассану это как место, где можно качественно подумать, поразмышлять, разложить в своей жизни все по полочкам. Но буквально смысл в обратном. Ты едешь туда не думать, а наблюдать за тем, как ты думаешь. Наблюдать за тем, как мозг бесконечно тебе подкидывает разные мысли и идеи. Как он тревожится о прошлом или переживает за будущее, переживает настоящее. В общем, массу всего того, что на самом деле в обычной жизни представляется нам обычным процессом нашего бытия. И если задуматься, насколько у нас есть возможность в обычной жизни остановить этот поток мысли. И задача не бежать за мыслью, как бежит собака за палкой. Звучит просто, но на деле мозг сопротивляется этому так, что как будто ты отнимаешь у него последнюю игрушку. Это не отдых, это работа, но очень такая непривычная работа. Главное, что нужно понять перед поездкой, что випассана это не один курс. Это всего лишь общее название разных техник, разных школ. Сегодня я расскажу о нескольких, чтобы у тебя было примерное представление, в чем их различие. Первое и самое массовое – это традиция гаенки. Именно ее чаще всего имеют в виду, когда говорят, что «я еду на випассану». Она проводится в сотнях городов и чаще всего проходит по одной и той же программе. Второе – это бирманская школа Махаси. Тут принцип немножко другой. Задача в том, что ты мысленно отмечаешь все, что происходит вокруг тебя. Отмечаешь и медитируешь, отмечаешь, возвращаешься в медитацию. Вот такой вот простой принцип. В третьей категории можно так обобщенно отнести все тайские монастыри. Они отличаются тем, что они чаще всего предлагают очень такие спартанские условия и концентрация на дыхании, то есть наблюдение за дыханием. Ну и четвертое, очень распространенная в США и Европе, это, так скажем, уже адаптированная версия випассаны под, так скажем, европейские стандарты. Метод, страна, условия могут очень отличаться от ретрита к ретриту. Поэтому это одно из самых важных, что нужно понять первое, перед тем, как ты будешь записываться куда-то на випассану. Но что бы ты ни выбрал, базовый скелет всегда един. Первое, ты принимаешь на себя несколько обетов. Не причинять вреда, не врать, не употреблять алкоголь и другие психотропные вещества. Полное воздержание, естественно. Ну а дальше начинается самое выбивающее. Это обет благородного молчания. Разговаривать нельзя ни с кем. Чаще всего даже не рекомендуется встречаться взглядом. Телефон и другая техника запрещены, и чаще всего даже не рекомендуется читать и писать на ретрите. И тут важная деталь. Никто за тобой не следит. Выполняешь ты правила или не выполняешь. Нет никаких монастырских охранников. Это все зависит от тебя, это все нужно тебе. Поэтому если ты обманываешь этот ретрит, то ты обманываешь не монастырь, не своего наставника, ты обманываешь сам себя. Теперь немного о расписании на ретрите. Как я уже говорил, подъем в 4 утра. Первая медитация уже в 4:30.
Первый прием пищи, это он же завтрак, это 6 утра. Между всеми этими сессиями еще много медитаций. В 11 обед, и больше у тебя не будет еды до самого вечера. Большую часть времени, примерно 8 часов в сутки, ты медитируешь. Медитируешь сидя, медитируешь при ходьбе, и в зависимости от разных школ еще добавляется несколько медитационных ритуалов. И вот тут достаточно неожиданный факт. Это не наказание, это наоборот в помощь тебе. Потому что если тебя не отвлекает сотни вот этих вот тревожащих факторов, что ты покушаешь, во сколько ты встанешь, у тебя все становится достаточно просто. И ничто тебя не отвлекает от медитации. Точнее, отвлекает твой ум, но в этом и заключается задача. А все остальные вещи, такие мелкие заботы, они все решены за тебя в этом месте. Первые дни обычно самые сложные. И не потому, что скучно, а потому что у тебя забрали все привычные тебе способы отвлекаться. И наружу лезет все, что ты раньше тушил работой или телефоном. Сначала бьет по телу. Казалось бы, ничего не делаешь, только сидишь. Но ноги и спина начинают просто выть. Человеку, не привыкшему постоянно сидеть на полу, это действительно сложная физическая работа. Потом подключается голова, и это бьет уже сильнее. Потому что ум начинает искать самый тревожащий тебя момент и возвращать тебя к нему, при первом удобном случае. Когда ты медитируешь, когда ты ходишь, когда ты проснулся, когда ты только засыпаешь. В общем, постоянно призывает и призывает тебя об этом подумать. Випассана не решит твою проблему, не найдет тебе правильный ответ на твой вопрос. Она лишь подсветит то, как работает твой ум. Потому что у многих представление, что раздражающим фактором является внешняя среда. А на самом деле это наш ум и то, как он воспринимает эту внешнюю среду. И после этого не у всех и не по расписанию, но приходит какая-то такая внутренняя тишина. И гораздо более заметно становятся простые вещи, которые ты в жизни просто не обращаешь на них внимания, потому что у тебя нет времени о них подумать. Какой прекрасный закат, как красиво поет птица. Очень банально звучит, но на самом деле заметить это и наслаждаться этим — это очень такой непростой процесс. И випассана учит это. И вот тут, я считаю, одна из самых важных вещей, по моему мнению. Випассана — полезная вещь для всех. Но нужно ли туда ехать всем, я так не считаю. Потому что, чтобы туда отправиться, у тебя должен внутри сформироваться твой внутренний запрос на это. Если его нет, ехать смысла я не вижу. Иначе все эти лишения просто покажутся какой-то каторгой и мучением, и поскорее бы все это закончилось. Отдельная история вообще ехать за компанию, потому что смысла в этом как будто бы нет совершенно никакого, даже есть обратный эффект. Потому что разговаривать нельзя, поддержать друг друга какими-то привычными способами тоже нельзя, даже взглядами нельзя встречаться. И это может стать дополнительным испытанием, когда ты видишь своего близкого человека, как ему, скорее всего, сейчас непросто, потому что ты его очень понимаешь в этом случае, но ничего не можешь с этим сделать, не можешь его поддержать, не можешь с ним поговорить. И еще одно. То, насколько ты физически крепкий и сильный, не имеет никакого значения. То, как ты можешь сидеть часами на полу, это не самое важное в этом деле. Самое важное — это то, как ты можешь совладать со своим умом, при том, что у тебя отобрали все привычные для этого способы и методы. И раз уж мы тут говорим честно, одна отрезвляющая мысль. Випассана не решает твоих вопросов. Я не буду тут говорить, что она лечит твою душу и освобождает тебя от страданий, и ты будешь максимально счастлив. Випассана дает тебе перезагрузку и дает тебе инструменты, как к этой перезагрузке возвращаться. И уже твое дело, как ты этим инструментом пользуешься, когда возвращаешься в свою обычную среду. Но если совсем коротко, випассана — это не способ убежать от себя, это не способ красиво подумать о будущем. Випассана — это 10 дней, когда ты наедине со своей головой и от нее не убежать. Для кого-то это санаторий, а для кого-то тюрьма. И решает это не монастырь, не твой духовный наставник, а решаешь ты сам. Итак,
Мат-часть теперь у тебя есть. Следующий ролик будет про мою личную историю. Про то, почему мой первый ретрит чуть не сломал меня. Чем отличался второй от первого. И что мне сказал однажды монах, что в корне перевернуло мое представление о випассане. И последнее. Раз уж ты досмотрел до этого момента, давай сделаем осознанную практику. То, как этому учит випассана. Несколько простых действий, но сделай их осознанно. Проследи за движением, как твоя рука тянется поставить лайк этому выпуску и подписаться на канал. И вот, первую практику ты уже прошел. До встречи в следующем ролике. От себя добавил, хорошо. Ближимся к концу. Мысль теряю постоянно. Это говно собачье.